С каждым годом нам все сложнее и сложнее получить полный контроль над своим устройством. Производители выдают все больше и больше ограничений, чтобы не дать своим потребителям свободно модифицировать систему. Ну, например, ставить кастомные прошивки часто не предустанавливают кучу шпионского ПО, которое не только набито телеметрией, но и сам этот говнософт убивает производительность телефона, сокращая его жизненный цикл. В этом видео я объясню, что такое анлок загрузчика и зачем он нужен. Разберу, как сейчас стоят дела с его разблокировкой в 2025 году. Оценю, какие компании действительно заслуживают уважения, а которые нужно прям чмырить и избегать любой ценой. Моя страница, мой аккаунт – это мой дом. Поэтому будь добр, заходи в него с благими намерениями. Либо иди нахуй. Одно из двух. Выбор за тобой. Расскажу, как Unisoc и Samsung запретили анлок загрузчика на всех своих устройствах, а в конце разоблачу фейк про якобы новый закон ЕС, который запрещает разблокировку загрузчика. Но для начала давайте разберемся, что вообще такое этот загадочный загрузчик, зачем его трогать и почему без его анлока ты, не владелец, а раб своего же телефона. Так что же такое загрузчик? Загрузчик — это первая программа, которая запускается процессором после начальной инициализации железа. И задача не только загрузить систему, но и проверить, что операционная система подписана правильной подписью. На этом этапе обычно используется механизм АВБ — Android Verified Boot, который сравнивает криптографические подписи разделов системы с эталонными значениями, хранящимися в защищенной области памяти. Если проверка не проходит, загрузка просто блокируется и может даже всплыть надпись Red State. Кроме того, если загрузчик заблокирован, режим вас будет просто сильно ограничен. Вы не сможете прошивать через него никакие образы, пока загрузчик не будет разблокирован. Загрузчик это вам не BIOS на ПК, где можно спокойно переключиться на другую операционную систему, и это очень грустно. Итак, если подытожить, анлок загрузчика дает тебе возможность полностью контролировать свое устройство. Например, получить права root. Women. Возможность откатиться на предыдущую версию прошивки, прошивать кастомные ядра и прошивки для повышения производительности. Да даже, черт возьми, можно поставить полноценный Linux, а не использовать урезанное говно на андроиде. Кстати, если хотите полноценный обзор на постмаркетос, ставьте лайки, пишите в комментариях, сделаю. Но вы, как, наверное, уже поняли, сейчас мы живем в мире, где крупные инди-компании вообще не считают это за людей и намеренно запрещают анлок загрузчика. Они втирают что-то типа якобы ради вашей же безопасности. Да ну нахуй, серьезно что ли? Просто вот как анлок задумался изначально. Тебе сначала нужно было бы разблокировать телефон, ввести пин-код, включить режим для разработчиков, найти там переключатель АЕМ разблокировка и активировать его. Только тогда в фастбут появятся нужные команды. Потом тебе нужно было бы ребутнуться в фастбут и ввести команду. Все, загрузчик разблокирован. Просто, блядь, скажите, сука, где тут угроза, блядь, безопасности? Как получение ебучего ключа для анлока загрузчика серверов производителя сделает это устройство безопаснее? Поэтому у меня просто пукан подрывает, когда я слышу все эти мантры про мнимую безопасность. А теперь подумай, что будет, когда официальная поддержка устройства производителям закончится? Патчей безопасности-то уже не будет. А если загрузчик анлокнут, ты можешь попытаться накатить более свежую версию ядра с последними патчами безопасности. И жить спокойно еще как минимум несколько лет. Так что, не кажется ли тебе, что тут нас где-то, блядь, нагло наебывают? Ну, все-таки не все производители телефонов являются полными мразотами. Давайте взглянем, какая ситуация в 2025 году с разблокировкой загрузчиков на телефонах от более или менее известных производителей. Полностью пока что можно доверять OnePalas'ам, Zingfone и на удивление... Чё? Microsoft? Я в ахуе. Все телефоны этих производителей входят в той категории, где загрузчик можно разблокировать полностью офлайн и стандартной процедурой. Раньше сюда входили и Google Pixel, но в последних моделях они решили осчастливить пользователей. Теперь для анлока нужно при первом выходе в интернет получить специальный токен серверов Google. В итоге это уже лотерея. Если их сервера когда-нибудь ляжут, а вы не получите токен заранее, то у тебя будет вечно залоченный кирпич. В ту же яму улетели и Sony с айфонами. У них теперь тоже без интернета загрузчик не анлокнешь. Мне очень понравилась одна цитата великих людей. Какой бы хорошей ни была компания, но вам не стоит доверять им, если их процесс анлока с загрузчика не является на 100% офлайн. Ауф. Я полностью с этим согласен, потому что есть уже прецеденты. Ну вот Asus. Эти гандоны просто без объяснения причин прикрыли свои сервера для получения ключей навсегда. Хоть они и обещали вернуть сервера, ну как вы поняли, им тотально насрать. Ладненько, к сожалению, на этом список тех, кому можно ну хоть как-то доверять, заканчивается. Xiaomi, Oppo, Motorola, ой, блядь, ебучая fuck you Moto и другие инди-корпорации полные мрази, которым нельзя доверять ни в коем случае. У них процесс разблокировки очень сильно отличается от устройства к устройству. И нужно прям унижаться, чтобы вам, холопам, разрешили этот чертов анлок.
Да есть большая вероятность, что анлок в будущем вообще станет невозможным. Вот, например, как стало с Samsung'ами. Он раньше находился в той же категории, что и Xiaomi. Но вот недавно, с новым апдейтом прошивки, эти полуфабрикаты убрали возможность анлока на всех телефонах с One UI 8 и выше. Теперь они полностью сравнялись с теми же Huawei по степени ущемления своих потребителей. И казалось бы, ахуй, куда может быть еще хуже? Нас и так производители в сраку имеют. Но тут к ним присоединяется Unisoc. Да, та самая компания, которая делает чипы для ультрабюджетиков и защищенных телефонов. Раньше телефоны на этих Юнисоках можно было хоть и через костыль, ну хоть анлокнуть. Ну, теперь нельзя. Недавно Юнисок полностью прикрыл эту лавочку на всех телефонах с их чипами, независимо от производителя. Мое предположение, что тот уникальный слитый ключ, которым все подписывали сигнатуры, просто истек, и теперь ты хуй анлокнешь это говно. Ебальник тех, кто купил китайское говно на лагучей прошивке с надеждой на перепрошивку, представили? На фоне вот этих всех последних новостей, что я рассказал ранее, в сети начали активно распространять байку про новый закон ЕС, якобы он требует полного запрета разблокировки загрузчика на всех телефонах, продаваемых в Европе. Ой, блядь, нахуя это все форсили? Пиздец. На самом деле в директиве про загрузчик сказано лишь одно. Перед продажей устройство должно идти с заблокированным загрузчиком по умолчанию. Что и так уже делается всеми. Ни слова здесь о запрете, возможности его разблокировки там нет. Так что решение Samsung полностью отказаться от анлока — это исключительно их политика, а не требования Евросоюза. Можете выдыхать. Живем. Ну, что я могу сказать в итоге? С каждым годом все сложнее и сложнее получить свободу над своим же устройством. Какого хрена мне диктуют, как пользоваться товаром, который я купил полностью за свои же деньги? Да засуньте свои советы куда поглубже и подальше. Вот, например, новый байпас для Xiaomi в Китае. Первый шаг. Попросите откатить версию прошивки в сервисном центре. Второй шаг. Выхватывайте девайс, убегайте, прежде чем они успеют его залочить. Нихуя себе. И те, кто пишет, что это им не нужно, что модификация ведра — это каменный век, и это никому не нужно в 25-м году, и поэтому им похуй, просто поймите, что иметь альтернативу стоковой прошивке или тому же андроиду в виде полноценного Linux — это всегда плюс, чем минус. Даже если вы сейчас не пользуетесь всеми этими фичами, сделать это позже, если не дай бог случится какое-то дерьмо, просто иметь возможность сделать это всегда лучше, чем терпеть в тряпочку все это дерьмо. По данным форума OnePlus, для телефонов и планшетов, продаваемых в материковом Китае, разблокировка загрузчика возможна только через специальное приложение для присоединения к программе «Глубокое тестирование». Основные требования: аккаунт должен быть в хорошем состоянии, без нарушений и ограничений. За последние 30 дней не было подано ни одного заявления, устройство не является корпоративной или модифицированной моделью оператора. Примечание: в настоящее время эти ограничения применяются только к устройствам, продаваемых в материковом Китае, однако в связи с унифицированной кодовой базой Oppo и OnePlus аналогичные ограничения могут быть введены и для глобальных моделей в будущем. Да ёб вашу мать! Можно я просто поживу спокойно, нет? Какого хрена эти аутисты повторяют друг за другом?